будет ли заблуждением, когда говорят «тренируйся каждый день, прогресс будет быстрее»? Или может правы те, которые утверждают «от ежедневных занятий будет перетренированность и застой прогресса»? Все не совсем однозначно. При некоторых целях ежедневные тренировки допускаются и пойдут только на пользу. Например, при тренировках для улучшения здоровья ежедневная физактивность без работы в отказ пойдет на пользу. И в большинстве своем это легкая или средняя нагрузка без отказных подходов, часто на большое число повторений, около 20 и более. В какой-то день это турник и брусья, на другой бег, а на следующий день это растяжка или силовая тренировка с определенными ограничениями. Об этом дальше. Также для ежедневных тренировок оправданным будет подготовка к соревнованиям. Такая себе кратковременная ежедневная работа с разной нагрузкой. Но все равно, даже если мы будем выполнять очень легкую нагрузку, но ежедневную на протяжении нескольких недель или месяцев, то есть мнение, что в первую очередь будет уставать нервная система, проседать иммунитет и начнутся частые простуды. Даже если мышцы, суставы не подвергаются сильным нагрузкам, то морально вам будет сложно ежедневно выполнять даже самые разнообразные и нескучные тренировки. Без соответствующего восстановления моральная усталость будет накапливаться, но у каждого этот порог свой. Поэтому иногда все же стоит делать разгрузки и кардинальную смену деятельности. Если уж совсем трудно отдохнуть, то можете переключиться на другой вид спорта. Например, если тренируетесь на турнике и брусьях, то в какой-то из дней переключитесь на игровой вид спорта или сделайте полный перерыв. Но можно ли при таком ежедневном подходе к занятиям как-то прогрессировать в результатах? Разберем чуть позже. А вот какие типы тренировок я категорически не рекомендую выполнять каждый день длительный период времени? Это тренировки с большими отягощениями, например, стритлифтинг, или гирями, или делая много отказных подходов за тренировку. Так ваши суставы и нервная система долго не выдержат, а потом уже и мышцы можно легко потянуть или как-то травмировать более серьезно. Если же ваша цель набрать мышечную массу, то тут лучше воздержаться от ежедневных занятий. Да, есть даже натуральные атлеты, которые тренируются 5-6 раз в неделю, набирают, и это не значит, что каждая тренировка у них тяжелая из закисления мышц. Тут нужно чередовать нагрузку. Я как-то уже рассказывал о периодизации в одном из видео на канале. Новичок в занятиях первые пару месяцев может продержаться и на ежедневных тренировках, но может с 1-2 выходными в неделю. Мышцы будут лучше откликаться на нагрузку, но потом все равно станет нагрузка привычной и толку не будет. Можно или травмироваться, или затормозится прогресс. Для роста мышц точно нужен отдых, ведь мышцы сначала разрушаются, а потом восстанавливаются и становятся больше. Во время сна, массажа, правильного питания, прогулок на свежем воздухе. Ежедневные тренировки более эффективны там, где нужна выносливость, или если вы вышли на высокий уровень по выполнению силовых элементов. То есть та нагрузка, где много повторений или секунд под нагрузкой в статическом положении. И это не должно вызывать у вас большого стресса для мышц. Когда я давно только изучал элемент передний вис, то пробовал его каждый день. Нагрузка была большая, так как я делал мало секунд удержания. И по итогу, в конце месяца это привело к болям в локте, и несколько недель пришлось отдыхать. До сих пор локоть дает о себе знать. А если мы уже тренируемся достаточно долго, держим, например, стойку на руках около минуты или дольше, то частые тренировки не так опасны, так как подобная нагрузка для нас уже привычная и не приводит к мышечным разрушениям, требующих длительного восстановления. Еще есть частая категория людей, которые работают по 12 часов, а то и больше. Это не всегда сидячая работа, потом еще накладываются бытовые обязанности, семья, быстрые перекусы на ходу, другие дела. Тут хотя бы успеть отоспаться, не говоря уже о полноценных тренировках около часа и хорошем восстановлении. Такие люди могут выстроить график занятий по утрам, пока еще не устали, и до получаса потренироваться. Каждый может найти на это время ежедневно. Но главное включить в это время разминку. Есть вариант, когда мы тренируемся каждый день, но при этом нужно грамотно распределять нагрузку и подбирать те методы, которые сработают на вас, экспериментировать. На каждый день не подойдут полноценные длительные тренировки, после которых у вас крепатура, усталость и все это будет накапливаться. Определитесь с целью. Что вам нужно? Нарастить мышцы, повысить выносливость и количество повторений или поднять силовые показатели? Для всего этого будет разный подход и частота тренировок. Разберем ежедневные тренировки на примере увеличения количества подтягиваний.
Делаем основные тренировки через день или два, где выполняем отказной подход и остальные подходы не до отказа. А между такими тренировками в другие дни мы делаем легкую нагрузку без отказа, и все это с маленьким объемом, то есть небольшое число подходов, 2-4 рабочих подхода. В облегченные дни можно делать подтягивания с резинкой или австралийские подтягивания, чтобы такая нагрузка прошла в качестве восстановительной, и вы не устали. Дальше разберем еще важные моменты. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальной программой тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. Жмите кнопку в верхнем углу экрана. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму. Я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии под видео или жми на кнопку в углу экрана. Еще один пример распределения нагрузки на тренировках. Один день мы делаем подтягивание и пресс, второй день тренировка ног, третий день это отжимания на брусьях или от пола и пресс, четвертый день это растяжка и, возможно, бег. И по такому кругу повторяем дальше дни. По подходам это где-то 3-4 в упражнении. При этом вы сможете прогрессировать хоть в выносливости, хоть в увеличении объемов мышц и успевать восстанавливаться. Но нужно понимать, что тут важную роль играет и питание, и сон, и особенности вашего организма. Также нужно понимать, что для прогресса периодические нагрузки должны увеличиваться или в объеме, или в интенсивности, то есть число повторений или сложность упражнения. И тут уже основная задача продумать, как распределить нагрузку под себя. Если же мы говорим про улучшение здоровья, то доктора, с которыми я общался и которые изучали этот вопрос, все говорят, что ежедневные дозированные физнагрузки улучшают здоровье. Ссылаются на то, что раньше человечество долго жили в условиях дискомфорта, и нужно было все делать своими руками, чтобы прокормить себя. Те, кто вырастают и живут в деревнях, больше работают физически. И, как правило, любители огородов до старости хорошо подвижны и сами о себе могут позаботиться. В городах в основном нужно заставлять себя дополнительно напрягаться ради здоровья. Я больше говорю именно про офисных работников и интеллектуальный труд. Также, если мы тренируемся для здоровья ежедневно, то мы, чтобы не перегрузить мышцы, нервную систему, должны оставлять запас сил на каждой тренировке. То есть распределять свои возможности на протяжении недели, чтобы не было сильной крепатуры, падения иммунитета от перегрузок. Тренируемся не в отказ. И когда мы так делаем с запасом сил, так меньше шанс получить спортивную травму, потому что мы не перенапрягаемся. Если вы выбрали такой вариант физической нагрузки, то она должна стать частью вашей жизни. Как сон, приемы пищи, чистка зубов – все на ежедневной основе. Если мы запланируем это и начнем хотя бы с 15 минут в день, то привычка сформируется быстро. И, ребят, если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, предложу вам также присоединиться в наш чат атлетов между более 5000 спортсменов в телеграм-группе. Там же вы найдете мои статьи с разбором полезных тем в тренировках. Ссылка на телеграм в закрепленном комментарии или жмите кнопку в углу экрана. Как вы считаете, подойдут ли вам ежедневные тренировки и пробовали ли вы заниматься по такой системе? Как распределяли нагрузку, что делали в облегченные и основные дни? Как восстанавливались? Обсудить видео можно в комментариях.